Всех приветствую на канале Бенди Крипто. Меня зовут Никита Гринбенди, и в этом видео мы поговорим про криптовалютный рынок, что ждать дальше, какие ценовые значения, и у нас закончилась бычка или еще все-таки мы улетим наверх. Будет очень интересное видео. Давно не виделись, целую неделю я в Дубае отдыхал. Если что, есть фоточки и видосики в инстаграме, можете перейти, посмотреть актуальные сторисы. Короче, отдохнул с кайфом в Дубае, а сегодня будем говорить про рынок криптовалют. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайк, а мы начинаем. Начну я свой анализ, конечно же, с папы рынка, это биткоин, и посмотрим, что у нас за ситуация на графиках. Если вы смотрели мое прошлое видео, там называется оно 70к либо 120к по биткоину, я предупреждал, что вероятнее всего мы можем пролиться дальше. Мы были где-то вот, наверное, в этих значениях, вот как раз таки до уезда в Дубай я снимал это видео. И я предупреждал, что где у нас есть хаи 74-70, и мы можем вот сюда, в этот диапазон, в принципе, сходить. Также у нас был гэп, который мы успешно перекрыли. Вот когда я снимал видео, мы где-то были, вот подходили к этому гэпу точно. Тогда мы гэп практически перекрыли, и потом добили, окончательно перекрыли гэп. Может ли быть разворот с текущих? Конечно же, может быть, потому что это крипторынок. Закончилась ли бычка? Нет, она не закончилась. Посмотрите на график, мы по-прежнему находимся на хаях по BTC. Даже в 30% коррекции это нормально. Ребят, смотрите, что было в прошлый раз, прошлые циклы. У нас были коррекции по 26, по 18, по 26, по 24, 31, 54. То есть это нормальная коррекция. Ковиддамп вообще была коррекция 64, а если с хай, то 73%. То есть такие коррекции на бычке это нормальное дело. И наоборот, в таких коррекциях нужно добирать позиции, что лично я сам делаю. Я торгую на фьючах в шорт, потому что у нас сейчас локально нисходящая структура. Но в целом, в долгосрок я набираю позицию, продолжаю накапливать альткоины. Я ничего из долгосрочного портфеля не продаю, а продолжаю покупать. Я all-in в рынке, и на часть дохода, который мне приходит, я откупаю крипту. Я собираюсь делать так, пока у нас доминация BTC находится на хаях, и пока мы находимся в бычьем цикле. Да, кажется, что сейчас вот обвал, там паника, в чатах уже все разочаровались, но я как топил за то, что у нас будет рост, так и буду продолжать топить. Мое мнение неизменно, потому что по всем фундаментальным показателям у нас идет бычий рынок. По техническому анализу на биткоине тоже идет бычий рынок. Да, на альткоинах сейчас медвежка, можно сказать, но на BTC именно у нас идет бычка. Опять же, это по графику видно невооруженным глазом, что он цена как бы находится, да, не на самом хай, но, посмотрите, какие были значения там 2 года назад, какие значения сейчас, но разница колоссальная. Мое мнение, что у нас может быть дальше? Есть два варианта событий. Это мы все-таки сходим на 74-70, вот в этот диапазон, протестируем вот эту вот поддержку, вот эту вот проторговку, это было бы очень хорошо, и отсюда получим реакцию вверх. И далее будем смотреть за тем, как цена себя поведет. Вероятнее всего, это будет уже последняя капитуляция. Кстати, насчет того, что почему рынок корректируется, вот эти пошлины Дональда Трампа, вероятнее всего, он специально замедляет экономику, чтобы снизить инфляцию, чтобы ФРС начал снижать ставку, потому что если снижается ставка, деньги становятся более дешевыми, у людей становится больше денег, и, конечно же, эти деньги идут инвестировать в высокорискованные активы, в том числе криптовалюту, не только фондовый рынок. Поэтому, да, сейчас негативно, сейчас из-за пошлин у нас страдает и фонда, и крипта, но в целом, я думаю, что Дональд Трамп знает, что он делает, и в долгосроке это отыграет очень хорошо, и, возможно, у нас будет резкое снижение ставок, то есть у нас будет резкая посадка, возможно, какая-то рецессия даже случится, рецессия, если что, это спад экономики, но потом запустится печатный станок, запустится снижение ставок, то есть ставки снижаются, печатный станок запускается, деньги становятся более дешевыми и становятся еще больше, и это все летит в крипту, и крипта просто взрывается. Такое у нас было в 2021 году. То есть вот у нас ковиддамп был, и после этого посмотрите, что произошло. Просто BTC улетел. С альткоинами произойдет то же самое. Я в этом максимально уверен, поэтому я продолжаю накапливать свои позиции. По BTC я ожидаю, что мы можем сходить к 74. Вполне может быть, это как бы... Сколько будет коррекция? Давайте посмотрим с текущих. Это будет коррекция 32. Если мы дойдем до 70, то это будет коррекция 36. Ну как бы нормальная коррекция на бычьем рынке. И далее я ожидаю разворот. Я не думаю, что мы спустимся ниже вот этой проторговки, то есть куда-то вот сюда, вот в зону 48, это маловероятно. Это, конечно, может быть, но маловероятно. Если у нас будет жесткая посадка, можем сделать закол, допустим, протестировать эту трендовую линию на отметке 63 и потом дальше развернуться вверх. Я считаю, что бычка у нас не закончилась. Мои, опять же, минимальные отметки, которые я ожидаю в этом бычьем цикле, это 120-140 тысяч долларов по BTC. Это минимальные отметки, которые я ожидаю. Вот. Потом будем смотреть, что будет происходить по ситуации. Давайте посмотрим с эфириумом, что там по моему трейду на эфириуме. Я же открывал трейд, про него записывал целых 2 видео. Я был в лонге. Я до сих пор остаюсь в лонге по эфириуму. Но я принял такое решение, что буду смотреть по ситуации. Если мы придем сюда, то есть будет какой-то такой дохлый отскок, то я закрываю позицию без убыток. У меня была точка входа на 2530,
за счет усреднений, то, что здесь докупал, у меня стала средняя точка входа 2,353. То есть, если мы сюда придем, просто какой-то там дохлый отскок сюда будет, я зафиксирую, выйду в БУ, то есть я не буду дальше продолжать лонг, потому что нет смысла идти против рынка. Сейчас у нас структура нисходящая, мы тем более вышли, вот у нас есть треугольник, который с 2021 года аж начинается, мы вышли за его нижнюю границу и закрепились на дневках. Это не есть хорошо, вероятность, что мы пойдем еще ниже, очень высока. При этом, кстати, Ethereum Foundation, то есть главный фонд эфириума, открыли лонг, и у них точка ликвидации на отметках 100 100 по эфириуму, то есть у них здесь вот точка ликвидации где-то. И я не знаю, зачем они открыли лонг, возможно, они что-то знают, что не знаем мы, но посмотрим. Но я все-таки свой лонг буду фиксировать либо, опять же, без убыток, либо буду выходить по стопу, у меня стоп стоит на 1700, то есть вот мы чуть не доходили до моего стопа. То есть если мы дойдем до стопа, окей, я зафиксирую убыток, если дойдем до точки без убытка, я зафиксирую 0, потому что сейчас я не вижу смысла сидеть в лонге. Тут опять же у нас была такая ситуация, что возможно был разворот, то есть я надеялся на разворот, но разворота не произошло, все ошибаются, я тоже человек, я ошибаюсь, я принимаю свои ошибки, я зашел на те деньги, которые мне не жалко потерять, поэтому я готов либо в безубыток, либо по стопу выйти, как бы в этом нет никакой проблемы, это рынок криптовалюты, это нормально. Сейчас я начал торговать от шорта, у меня сейчас биточек в шорте, я его взял на небольшую такую сумму, здесь вот у меня шорт есть, давайте откроем позицию, покажу вам. Вот моя позиция по BTC, то есть здесь вот я заходил в шорт, и сейчас он как раз таки находится в профите, но в небольшом профите. Также у меня открыт шорт по Aptos, по моему любимому альткоину. У меня уже был первый тейк, здесь вот был первый тейк, и сейчас вот мы как раз таки не дошли чуть до второго тейка, но я продолжал удерживать Aptos в шорте. Эти позиции уже поздно заходить, когда выйдет видео, но в любом случае я сейчас торгую от шорта, потому что структура по всем практически монетам нисходящая. Ну, не почему практически, реально по всем монетам, по BTC то же самое, структура нисходящая, поэтому торгуем мы в шорт. Опять же, в долгосрок мы набираем позицию на спот с надеждами на то, что будет рост, а я в это верю, об этом говорил много раз. Во всех видосах, опять же, в этом видосе сказал, что вероятность у нас будет жесткая посадка, печать денег, снижение ставок, и поэтому крипторынок улетит. Поэтому сейчас отличные цены, чтобы покупать. Они были и несколько месяцев назад отличные, сейчас стали еще лучше, и, возможно, мы будем еще ниже. Поэтому, в любом случае, я докупаю. Потому что я ориентируюсь не на завтра, не на послезавтра, я смотрю в долгосрок. Те, кто хотят заработать здесь и сейчас, вероятнее всего, вы быстрее потеряете. По эфириуму мы, кстати, посмотрите, как уровни ювелирно забираем. Но мы даже не останавливаемся, то есть, ну как, получили все этот отскок, когда был пролив, и все, потом мы просто забираем уровень за уровнем. Тут пришли, забрали, получили отскок, дальше слились. Теперь вот этот уровень мы забрали, вот эту проторговку. Еще у нас есть ниже уровень на 1500, то есть сюда можем еще сходить, забрать ликвидность. Поэтому, если мне дадут выйти из эфириума, я буду очень рад выйти без убыток. И если мы спустимся до 1500, я открою новую позицию в лонг. Я буду потихоньку набирать, как я тут позицию набирал, то есть я потихоньку тут откупал, то есть каждый проливчик я откупал, и у меня сформировалась средняя цена. Если мне дадут выйти либо по стопу, либо без убытку, то следующий лонг я буду открывать на отметках 1500 с надеждами на то, что будет у нас рост по эфириуму. Это лишь мои действия в рынке, что я делаю, вы думайте своей головой и действуйте сами. Общая капитализация криптовалют тоже у нас чувствует себя плохо, то есть мы вышли за этот хай, несколько раз его протестировали и слились ниже, сейчас мы тестируем вот эти вот у нас хаи. И как бы структура у нас тоже нисходящая по всему крипторынку. Поэтому сейчас опасненько брать лонги, лучше торговать от выносов, то есть вынос вверх, и вы берете оттуда шорт, и дальше у нас идет сделка по нашему направлению. Опять же, лично я торгую сейчас только в шорт. Пока что лонги не беру. Опять же, про лонг по эфириуму сказал, если мы придем к 1500, я буду набирать потихоньку лонг. Опять же, потихоньку, маленькими ордерами буду набирать позицию, не котлетой. Эфириум к биткоину у нас продолжает снижаться, то есть это график отношения эфириума к биткоину. Давайте откроем более большой таймфрейм, недельку откроем и посмотрим, что у нас происходит. У нас тоже эфириум просто скамится, никакие уровни его даже не держат, ни трендовые, ни уровни его не удерживают, мы просто падаем и падаем. И когда-нибудь произойдет разворот, опять же, вечного падения не может быть. И когда-нибудь эфириум развернется, и возможно это будет резкий разворот. То есть видите, здесь у нас был такой плавненький разворот, то есть мы потихоньку начали обновлять хаи, лои, и мы потихоньку развернулись, и эфириум вырос по отношению к биткоину. Сейчас у нас просто идет тотальное уничтожение эфириума. В 2017 году было примерно похоже. Тотальное уничтожение эфириума, потом быстрый откуп, и эфириум улетает. Возможно, у нас будет то же самое, то есть у нас не такое будет медленное восстановление, у нас будет резкое восстановление, то есть у нас резкое падение, возможно, будет еще одна капитуляция, мы можем спуститься даже сюда, когда эфириум будет очень больно, что я, в принципе, ожидаю. Да, я в долгосроке нацелен очень бычьи, в краткосроке у нас все-таки, несмотря на все позитивные новости, которые выходят в краткосроке, у нас рынок смотрит вниз. И это очень интересно, что реально принимается BTC резерв, криптосаммит и куча разных bullish news выходит, и при этом рынок реагирует, никак не реагирует, он просто падает. Да это просто как бы нонсенс, но такое вот бывает, и крипторынок, даже позитивные новости не всегда влияют на цену. Поэтому в долгосроке я бык,
в краткосроке все-таки лучше торговать от шорта и попридержать свои лонги. Фонда у нас точно так же корректируется. В S&P 500, в принципе, это нормальная коррекция у него. То есть вот был медвежка, он тогда падал с 2021 года по 22 год. Потом у нас начался бычий рынок. И на бычьем рынке коррекция в 10-11% для S&P 500, в принципе, нормально, то есть это не критично. Если там фонда падает на 10%, ну там крипта у нас может за день на 20-30 упасть. Если фонда падает на 10%, это уже очень чувствительно, потому что там вот это одно падение 10%, оно там примерно там 4,5 триллиона долларов. Весь крипторынок 2,6 триллиона. Одно такое падение на фонде, это уже 4, ну примерно 4 триллиона долларов, то есть это огромные цифры. NASDAQ точно так же, он чуть-чуть больше корректируется, это у нас топ-100 технологических компаний, точно так же они в медвежке корректируются на 37%, потом в бычьем рынке мы сейчас находимся, и коррекции в 11, 15, 13%, в принципе, нормальное явление для фондового рынка. Поэтому как бы ничего критичного не случилось, мы по-прежнему находимся в бычке, да, коррекция на BTC, на альтах, на фонде, но в целом мы находимся в бычьем рынке. Посмотрите, какие были значения 2 года назад, где мы находимся сейчас. Ну, колоссальная разница. Поэтому бычка продолжается, и коррекция на бычьем рынке это нормально. Это возможность для добора позиций, когда людям страшно, когда они боятся покупать. Именно тогда нужно делать покупки. Холодной рукой брать, покупать, набирать позиции себе на спот, либо на фьючерсы, если прям в долгосрок берете фьюч. Поэтому я бычара. Альты у нас продолжают снижаться, я продолжаю их покупать, продолжаю удерживать и верю, что у нас будет очень мощный бычий рынок. Что думаете вы? Напишите в комментариях, будет интересно почитать. Также ставьте видосику лайк, подписывайтесь на мой канал, а мы с вами увидимся уже в следующих видео. Всем удачи, всем пока!